Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. В пресс-службе Верховного суда сообщили, что 11 марта суд приговорил криминального авторитета Чингиза Джумагулова по кличке Дуа Чингиз к 5 годам лишения свободы. Решение Верховного суда является окончательным и не подлежит обжалованию. В суде отметили, что приговоры двух инстанций оставлены в силе, а кассационная жалоба стороны защиты была не удовлетворена. Решение в отношении Джумагулова еще в июне 2020 года вынес Первомайский суд. Тогда судья признал Дуа Чингиза виновным и приговорил его к 5 годам лишения свободы по статье хулиганства. Гособвинение попросило признать Джумагулова и других подсудимых виновными в создании организованной группы или участии в ней, причинении тяжкого вреда здоровью и угоне автомототранспортного средства. Оно просило назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с выплатой штрафа в размере 200 тысяч сомов. Однако для Джумагулова суд оставил только обвинение по статье хулиганства. Других обвиняемых, Марсбека Тентиева и Ильяса Айдакеева, признали виновными по другим статьям и приговорили к 13 годам лишения свободы с выплатой штрафа в размере 190 тысяч сомов. Чингиз Джумагулов, известный в криминальном мире как Дуа Великан, вместе с двумя другими лицами, был задержан в апреле 2019 года по подозрению в жестоком избиении двух мужчин. Позже они скончались от полученных травм. Сообщалось, что и пострадавшие, и задержанные были членами ОПГ. Ранее Крим-авторитет уже был приговорен к 18 годам тюрьмы по статье «Покушение на убийство». В начале апреля 2016 года Джумагулова задержали по подозрению в причастности к перестрелке на пересечении проспекта Чуй и улицы Курманджан-Датки в Бишкеке. По версии следствия, Джумагулов и его соратники произвели несколько выстрелов из машины Subaru серебристого цвета, а затем скрылись с места преступления. В июне 2016 года Джумагулов скрылся, и Первомайский суд заочно постановил заключить его под стражу, объявил в розыск. Через неделю, 10 июня того же года, его задержали. Несмотря на это, в начале 2018 года решением суда он был освобожден раньше положенного срока. Джумагулова называли активным членом ОПГ Камчи Кальбаева. Он также был одним из подозреваемых в убийстве бывшего руководителя аппарата президента Медита Садыркулова. Сам Джумагулов отрицал свою связь с Кальбаевым и криминальным миром.